Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и обряде инициации на 94-й церемонии вручения премии «Оскар». 27 марта 2022 года состоялась 94-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Мероприятие, как обычно, прошло в Лос-Анджелесе на сцене театра Долби. Главное событие в мире кинематографа собрало в одном зале самых известных актеров и режиссеров современности. Естественно, что мероприятие такого масштаба просто не могло обойтись без использования известной символики. Кроме того, прямо во время церемонии был проведен обряд инициации высшей степени масонства американского актера и комика Криса Рока. Сцену для 94-й церемонии вручения премии «Оскар» оформлял американский дизайнер Дэвид Каринс. Сам он описал элементы декораций, как динамичный портал в будущее, в котором мы торгуем энергией и элегантностью. На сцене можно было заметить спираль, напоминающую молекулу ДНК, а слева стояла огромная пирамида, являющаяся одним из главных символов иллюминатов. Еще одну светящуюся пирамиду можно было заметить на балконе, где располагался диджей. Ближе к концу церемонии декорации на сцене сменились. Вместо спирали на сцену выкатили пирамиды, на фоне которых стояли победители и номинанты. Периодически пирамиды меняли свое положение, подсвечиваясь разными цветами. Отдельного внимания заслуживают наряды участников церемонии. Самыми популярными цветами, как и следовало ожидать, стали красный и черный. Наиболее жутко выглядело платье Джулии Фокс. Главным его элементом являлась черная демоническая рука с когтями, обхватывающая шею. Дополняла зловещий образ сумочка, украшенная человеческими волосами. Во время фотосессии на красной ковровой дорожке знаменитости активно демонстрировали известную символику. Открывала 94-ю церемонию вручения премии «Оскар» Бейонсе, номинированная в категории «Лучшая песня» за композицию «Be Alive». Зрителям показали спутниковую трансляцию выступления певицы, записанную на теннисном корте в Камптоне. Артистка и группа подтанцовки выстроились в виде перевернутой пирамиды, символизирующей падение мира. Песня начиналась со слов «Так приятно быть живым», что в свете последних событий в мире кажется своеобразной насмешкой. К слову, многие звезды Голливуда на церемонии «Оскара» в знак солидарности дополнили свои наряды аксессуарами с флагом Украины или голубыми ленточками. По факту все это никак не вяжется с реальной поддержкой, а само мероприятие больше напоминало пир во время чумы. Вряд ли кто-то из тех, кто радостно выходил за своими наградами, искренне сопереживал людям, погибшим и пострадавшим на Украине. Первую часть церемонии проводила американская стендап-комедиантка Эми Шумер. Когда женщина сказала, что ей очень понравился фильм «Ребенок глухих родителей», один из представителей команды, работавший над фильмом, продемонстрировал жест триумфа дьявола, на чем камера намеренно сделала акцент. Первой объявили победительницу в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Ею стала актриса Ариана Дебос. Держа статуэтку в руках, девушка высказала слова благодарности своей маме, присутствовавшей в зале. В ушах у женщины можно было заметить серьги в виде шестиугольников, что дает отсылку к культу Сатурна, связанному с поклонением темным силам. В номинации «Лучший звук» победу одержал фильм «Дюна». Вручали награду актеры Джейсон Момоа и Джош Бролин, которые в шутку назвали категорию «Звуком ада». После объявления имен победителей режиссер фильма «Дюна» Дэвид Линч продемонстрировал жест триумфа дьявола. Далее на церемонии вручения премии «Оскар» выступил колумбийский певец Себастьян Ятра, который исполнил песню из мультфильма «Энканто». Пиджак артиста украшали бабочки «Монарх», являющиеся главным символом программы контроля сознания МК Ультра. За спиной исполнителя можно было увидеть полную луну, дающую отсылку к одноименному культу поклонения дьяволу. Ближе к концу номера на экране появились кроваво-красные облака. Актер Рами Малек представил исполнителей песни к фильму «Не время умирать», в котором он сыграл одну из главных ролей. В этот момент он держал руки сложенными в пирамидку. Исполнила песню американская певица Билли Айлиш. Во время номера артистка, одетая во все черное, находилась внутри пирамиды из света. На экране за ее спиной показывали разлетающиеся на куски маски. Самым скандальным моментом церемонии «Оскар» 2022 года стал инцидент с участием Уилла Смита и комика Криса Рока, произошедший перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм.
Крис Рок неудачно пошутил про супругу Уилла, актрису Джаду Пинкет Смит. Женщина страдает аллопецией, то есть облысением, и на церемонию пришла с побритой головой. Комик сравнил ее с солдатом Джейн, сказав, что ждет не дождется новой версии фильма с ее участием. После этих слов Уилл Смит поднялся на сцену и дал Крису Року пощечину. Казалось бы, актер просто вступился за свою жену, которой явно были неприятны слова комика. На деле же наивно полагать, что на церемонии вручения Оскара что-то могло пойти не по сценарию. Скорее всего, перед многомиллионной аудиторией открыто был проведен обряд инициации Криса Рока в высшей степени масонства. Одним из этапов посвящения является так называемый обряд публичного унижения. При этом для знаменитостей намеренно создается неловкая ситуация, которая происходит якобы случайно. Подобный пример имел место на церемонии MTV Video Music Awards в 2009 году, когда Канье Уэст вышел на сцену и отобрал микрофон у Тейлор Свифт, произносившей речь благодарности за награду в категории «Лучшее женское видео». Рэпер сказал, что видео Бейонсе, номинированное в этой же категории, является одним из самых лучших видео всех времен, а Тейлор недостойна своей награды. Похожий инцидент произошел и в России на премии Муз-ТВ 2021 между Моргенштерном и Александром Реввой. Однако чаще всего публичное унижение предполагает попадание во всеобщий доступ неких компрометирующих фотографий или видеозаписей с участием знаменитостей. О том, что инцидент между Крисом Роком и Уиллом Смитом является постановочным, высказались многие их голливудские коллеги. В частности, режиссер Майкл Бэй сказал, что не верит в то, что Смит действительно ударил Рока. «Я работал с ним. Он не тот парень. Я подумал, что это подстроено, потому что увидел его ухмылку», — объяснил Бэй. Таким образом, на глазах у сотен тысяч зрителей со всего мира во время церемонии вручения Оскара был открыто проведен обряд инициации. Именно Уилл Смит выиграл Оскар за главную мужскую роль. В своей пламенной речи, которую он произносил, стоя на фоне пирамид, актер много говорил о том, что он хочет нести в мир любовь и свет. Однако поступок Уилла, связанный с проявлением насилия, абсолютно не соответствует его словам. Упомянул в своей речи актер и самого дьявола, ссылаясь на слова своего коллеги Дензела Вашингтона. «Дензел сказал мне пару минут назад, в момент своего пика будь осторожен, именно тогда дьявол приходит по твою душу». А ведь именно получение Оскара являлось для Уилла Смита тем самым пиком. В конце своей речи актер извинился за скандальный инцидент перед членами Академии и другими номинантами, при этом не упомянув Криса Рока. В завершении церемонии вручения Оскара ведущие вышли на сцену в пижамах и несколько раз повторили, что всем пора спать. Все это может символично показывать желание иллюминатов сделать так, чтобы люди продолжали пребывать в состоянии сна и не замечали всего происходящего в мире. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.